Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и вы смотрите следующее видео в рамках курса по изучению C++, которое будет посвящено одной из, наверное, самых важных базовых тем вообще в принципе в любом, наверное, языке программирования при его изучении. Это функция. Функции — это по сути некоторый блок кода, который вы определяете как такой локальный функционал, который будет выполнять какую-то конкретную задачу. То есть функция по сути своей помогает вам избегать дублирования кода в целом в вашей программе. То есть если вы видите, что вы пишете один и тот же код в разных частях вашей программы, то это явный признак того, что стоит задуматься в этом моменте о написании функции, которая будет выполнять этот функционал. Давайте попробуем на простейшем примере рассмотреть, что же такое функция, как она объявляется, из чего состоит и как ей пользоваться. Для того, чтобы объявить функцию, нужно сначала написать тип возврата функции, потому что функция будет выполнять некоторую работу и возвращать вам результат. На самом деле, конечно, существуют функции, которые не возвращают значений, а точнее возвращают void, но мы пока что не будем рассматривать этот тип. Возможно, я посвящу отдельный урок этому типу void. Так вот, пишите возвращаемое значение функции, давайте возьмем для простоты int, мы с ним работали, наверное, большую часть времени. Далее нужно указать идентификатор функции, ровно так же, как мы это делали для переменных, то есть здесь работают все те же правила по именованию переменных. Пишем идентификатор произвольный, например, func, да, и далее вы должны объявить в круглых скобочках, только не путаем опять же с круглыми скобочками, которые мы изучали на ифах, вайлах, форах. Здесь уже в круглых скобках вы должны будете указать так называемые параметры функции. Параметры функции — это по сути такие переменные, с которыми функция может напрямую работать и использовать значение этих параметров. Причем количество параметров может быть произвольное, то есть их может не быть вообще или какое-то произвольное количество, 5, 10, сколько вам заблагорассудится. Единственное, конечно, здесь не стоит увлекаться, и функция с более чем 4 параметрами считается уже моветоном, и, конечно, не стоит это принимать за абсолют. Бывает необходимость написать функцию, в которой будет более 4, а может и 5, там, и 10 параметров. Ну, ладно, 10 это, наверное, конечно, уже перебор. Но, в принципе, руководствуйтесь такой установкой, что функция должна выполнять какой-то минимальный простой функционал и обладать небольшим количеством переменных. Обычно это 2, 3, 4 переменные. Вот, но, опять же, не забываем, что бывают кейсы, да, бывают случаи, когда от этого правила можно отступить. Так вот, объявим переменные. Это делается ровно так же, как мы объявляли все переменные, объявим параметры, я имею в виду, то есть делается так же, как и с переменными, которые мы объявляли всю дорогу, да, на протяжении всех предыдущих уроков. Давайте для простоты скажем, что мы хотим с помощью этой функции, да, сложить два каких-то числа. Поэтому объявим первый параметр как int value1 и второй параметр как int value2. Да, параметры перечисляются через запятую. Далее, после того, как мы объявили параметры в круглых скобках, закрываете, да, круглую скобку, и идет тело функции, то есть мы должны определить тело функции с помощью, опять же, фигурных скобок. То есть, по сути, это локальная видимость, область видимости функции, в которой будет происходить выполнение всего того функционала, который вы возложите на эту функцию. Ну, в нашем случае простейшая ситуация, мы хотим просто сложить два параметра, но при этом мы хотим, чтобы функция вернула результат. Для этого нам потребуется специальное ключевое слово return, то есть вернуть, да, в переводе с английского, и мы можем в принципе сразу указать, что функция возвращает сумму этих самых параметров value1 и value2. Вот, собственно, мы и написали простейшую функцию, которая просто принимает два значения в свои параметры и складывает эти параметры, возвращая нам при этом результат. То есть напоминаю, что мы первым делом указывали тип возврата функции, он такой же, как и типы параметров int, так как мы складываем эти параметры. Все, то есть закономерно и логично. Давайте попробуем использовать нашу функцию. Сейчас покажу, как это сделать. Для
более наглядного примера я в мейне, а именно из него мы будем вызывать нашу функцию, объявлю еще две специальные переменные, которые будут передаваться в качестве аргументов для параметров функции. Я еще сейчас заострю свое внимание на этих двух понятиях, аргументы и параметры, потому что они отличаются. Хотя их часто путают, но я вам рекомендую этого все-таки не делать. Итак, объявим две переменные. val1, допустим, со значением 10, и переменную val2 со значением 20. И для того, чтобы вызвать функцию, нам нужно просто обратиться по ее символическому имени или просто по идентификатору, да, func. То есть теперь мы уже не пишем при обращении, опять же, как и в случае с переменными, нам не нужно уже писать тип возврата. И передать в круглые скобочки аргументы. То есть, смотрите, мы в качестве аргументов выберем вот эти две объявленные нами выше переменные и передадим их как бы в параметры. То есть, буквально эти аргументы скопируются в параметры. То есть, мы как бы копируем val1 в value1 параметр, да, и val2, вот этот, в value2 параметр. И в дальнейшем мы сможем работать со значениями, которые мы скопировали из аргументов в параметры внутри функции. Соответственно, наша функция, по идее, должна будет сложить эти параметры, вернуть нам результат. Но чтобы в этом убедиться, давайте воспользуемся привычной уже нам, не туда, да, std_cout, для того, чтобы посмотреть, какое значение вернет функция. И для того, чтобы проследить весь процесс выполнения, да, как будет происходить вызов функции, да, еще важно заметить такой момент, что функции делятся по типам как бы на вызывающие функции и вызываемые. Еще в английском варианте вы можете встретить такие понятия, как caller и callee. В данном случае вызывающая функция это main caller, а вызываемая функция это наша пользовательская функция func, которую мы только что написали, ее называют callee. Так вот, когда мы вызываем функцию, можете это воспринимать пока что для простоты, как будто бы мы перескакиваем прямо к телу функции, да, к параметрам сначала, и затем выполняется тело функции со значениями этих параметров, которые были приняты от аргументов, и далее функция возвращает свое значение. То есть буквально можете считать, что происходит такой скачок, как бы. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть в дебагере. Для этого поставим breakpoint. Можете с помощью кнопки мыши левой, а можно с помощью F9. Нажимаем F5, запускается дебаггер. Я опять же уберу немножко вот так окно, чтобы увидеть вывод в консоли. Так, и давайте теперь воспользуемся командой не F10, а F11, потому что мы хотим совершать шаг с заходом. В случае, если мы будем использовать привычную нам кнопку на F10, шаг с обходом, мы не зайдем в вызов функции. Она сразу отработает, компилятор полностью выполнит ее и вернет нам результат. А мы все-таки хотим убедиться, как именно происходит выполнение функции, как происходит ее вызов. Для этого нажимаем шаг с заходом F11. Ну, здесь у нас пока что просто объявляются переменные, соответственно, значением 10 и 20. Мы это можем, кстати, отследить, опять же, просто напоминаю вам, что есть такое окно для мониторинга значений переменных. Видим, что здесь val1 10 стал, val2 20. И теперь смотрите, что произойдет. То есть, собственно, что я и говорил. Произойдет вызов функции func с переданными аргументами в качестве value1, value2 для параметров val1 и val2 для параметров value1 и value2 соответственно. То есть как бы значение val1 скопируется в value1, значение val2 скопируется в value2. Нажимаем еще раз F11 и видим, что мы перескочили сразу на выполнение тела функции. Пока что value1 и value2 имеют мусорные по сути значения, но при следующем шаге, как мы уже убедимся, они получат свои корректные значения от аргументов.
Нажимаем еще раз и видим, что да, value 1 10 стало, так как приняло значение аргумента val1, а значение value 2 параметра стало значением 20, потому что приняло значение от аргумента val2. Далее сразу же произойдет высчитывание суммы этих параметров, и функция должна вернуть сумму. Ну, соответственно, мы ожидаем, что это, конечно же, значение 30 будет. Нажимаем еще раз F11 и еще раз выходим из тела функции. И теперь видим, у нас даже наш дебаггер подсказывает нам, что функция func вернула 30, то есть все правильно. А при следующем нажатии выполнится строка 13, и мы дополнительно в консоли убедимся в том, что это именно так, увидев соответствующее сообщение. Вот, как видите, да, в консоль мы получили 30. Ну и все, дальше мы можем благополучно завершить выполнение программы. И смотрите, в принципе, я думаю, что с функциями это вот самая такая базовая дефолтная информация, но еще есть парочка нюансов, которые стоит, я думаю, рассмотреть, хотя бы чтобы вы по определению, потому что наверняка вы будете с ними сталкиваться, чтобы у вас не было в голове такого сумбура. Смотрите, есть, давайте сделаем на полный экран. Вокруг функций существует большое количество различных определений, терминов, и в частности, когда мы определяем функцию в глобальной области видимости, мы можем поступить как бы по-разному. С одной стороны, мы определили сейчас функцию выше той функции, в которой мы будем ее вызывать. В данном случае это функция main, ну мы именно в main, да, ее вызываем. И тогда компилятор, как бы у него нет никакой проблемы с тем, чтобы понять, а какую функцию именно мы хотим вызывать и какое определение для этой функции вызывать. То есть определением функции называется все, то есть вся ее совокупность вместе с ее телом. И в этом случае нету как бы никакой проблемы. Компилятор встречает в мейне идентификатор функции, понимает, так как он уже видел эту функцию, он же прогонял, да, последовательно строки программы, и он понимает, нет вопросов, я вызову эту функцию, у нее есть такое тело, оно отработает и все будет нормально. Но смотрите, есть альтернативный вариант определения функции, и вы можете частенько, наверное, сталкиваться именно с таким вариантом. Мы можем оставить здесь так называемое предварительное объявление функции. Сейчас я объясню еще раз. Я скопирую вот это и объявлю ниже. То есть это тоже глобальная область видимости, но просто она находится дальше функции main. А здесь мы должны оставить предварительное объявление. Также это называется прототипом функции. Вы можете встретить и такое определение, и то, и другое будет верно. А для чего нужно предварительное объявление? А потому что функция, определенная тоже в глобальной области видимости, но уже после функции main, она не будет видима компилятором. То есть в момент, когда мы здесь окажемся, ну точнее не мы окажемся, а компилятор дойдет до выполнения строки 10, он увидит функцию с идентификатором, символическим именем func, но он не будет знать, что это за функция, если у нас не будет здесь вот так, да, то есть предварительного объявления не будет, и он не будет знать, что это за функция, то есть куда ему обращаться, что с ней делать. Но оставляя здесь прототип или же предварительное объявление, мы даем компилятору знать о том, что такая функция существует, и ее определение просто есть где-то в другом месте. И тогда, то есть компилятор нормально, ну, также прыгнет сюда, и программа отработает корректно, функция также выполнится. Давайте, кстати, для наглядности я все-таки запущу дебаггер еще раз, чтобы, знаете, это не как-то голословно прозвучало, а вы убедились, что именно так оно и произойдет. Так, нажимаем опять же F11, шаг за ходом. Здесь опять наше определение. Вот, и мы дошли опять до этой строчки, и компилятору достаточно той информации, что мы дали сверху в качестве прототипа или предварительного объявления, что такая функция существует. И он найдет ее, но просто в другом месте. Нажимаем и видим, что также у нас выполнение перешло на тело функции, произойдет ровно все те же самые операции, выполнится у нас, значит, сложение, вернется результат, и мы увидим также в консольке значение 30, и программа благополучно завершится. То есть, в принципе, то же самое, но просто имейте в виду, что есть функцию можно
объявить и там же определить сразу, да, как мы делали это в начале, а можно оставить предварительное объявление, или как его еще часто называют, прототип функции здесь, а определить функцию ниже. Это тоже будет корректно. И также еще вы можете столкнуться с таким определением, как сигнатура функции. Не стоит путать это понятие, вообще вокруг этого понятия существуют различные домыслы, но я считаю, что правильно отталкиваться от той позиции, что если существует именно понятие сигнатуры функции и прототипа функции, то стоит их разграничивать. И если мы говорим про сигнатуру функции, то речь уже идет про вот эту часть функции, то есть мы уже не рассматриваем возвращаемое значение функции, и смотреть на функцию именно под таким углом стоит лишь тогда, когда мы начинаем затрагивать тему перегрузки функций. Пока что мы ее касаться, конечно, не будем, потому что вам сейчас нужно пока просто усвоить вот эту базовую информацию, и к перегрузке мы еще обязательно вернемся, но не сейчас. Просто пока что запомните тезисно, что сигнатура функции — это ее идентификатор или символическое имя и набор параметров с их типами и количеством и так далее. Но при этом не учитывается, то есть не берется во внимание тип возврата функции. Но если мы говорим про прототип или же предварительное объявление, или еще вы можете встретить английское название forward declaration, это то же самое, то мы говорим именно про вот такую штуку с типом возврата из функции, с ее идентификатором и набором параметров, заканчивающейся точкой с запятой. То есть, что дает возможность компилятору понять, что такая функция существует, просто она где-то в другом месте определена. Все, ребят, я думаю, что с функциями пока что вам будет достаточно. Я думаю, что освоив вот этот функционал вместе с тем, что вот мы разбирали до того, да, там с учетом базовых типов, if, да, который дает вам возможность условного ветвления циклов, while, do, while, for и плюс еще функции, вы, в принципе, уже будете в состоянии писать достаточно неплохие программы. Например, можно попробовать написать какой-то калькулятор, и вообще, в принципе, я вам советую экспериментировать с кодом, то есть подходить к процессу обучения творчески. Допустим, я вам показываю сейчас вот такой пример, да, простейшая функция, которая складывает две переменные, да, два параметра, а вы, допустим, подойдите к этому процессу как-то с другой стороны, то есть, допустим, делаете функцию, которая складывает три параметра, потом сделайте функцию, которая складывает и делит два первых параметра на третий, или вообще еще сделайте какое-то условное ветвление внутри функции, вы же уже владеете ифами, по идее, да, и вы можете внутри функции проверить сумму переменных и, например, вывести, если сумма больше 10, да, или какого-то любого произвольного значения, сами придумайте, вывести одно сообщение, а в случае, если меньше этого значения, вывести другое сообщение. И, в общем, поиграйте, то есть попробуйте с булевыми значениями тоже поиграть, передавать их функции. В общем, подходите к изучению программирования творчески. Вот, все, ребят, спасибо за просмотр. Я думаю, что я следующий урок тоже сильно затягивать не буду, и он коснется, возможно, статических массивов, а возможно, я расскажу еще про оператор switch case, который по сути является упрощением в том случае, когда вам необходимо написать большое количество ифов. Точнее, у вас возникает такая необходимость, но вы в этот момент можете понять, что switch будет намного удобнее. Вот, все, еще раз спасибо за просмотр, давайте до скорого, до следующего урока.